wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Сегодня у нас вторник. Сижу в машине в центре города, время 8:15, наверное. И наблюдаю за водителями. В общем, я поехала, отвезла Максима сегодня, и надо было заправить машину, потому что, вот-вот загорится лампочка. В общем, вечером мало ли я буду не успевать, потому что сейчас у нас везде ремонт дорог, и улица, по которой я езжу на заправку, она сейчас вся на огромных колдобинах вырезанных, то есть там вообще проехать невозможно. Ну, в общем, я люблю все продумать заранее. Ну и, в общем, решила поехать с утра заправить машину. Поехала так, чтобы как можно меньше на моем пути было знаков уступить дорогу. То есть я прям немножко круг даже сделала, потому что, движение утреннее, оно такое. Можно просто застрять где-нибудь на перекрестке, потому что поток машин не останавливается по центральным улицам. То есть люди, которые априори всегда опаздывают на работу, они не поедут по этим улицам. Вот. Ну, я решила, что я тоже же не... никуда не опаздываю, да, но это же не значит, что у меня бесконечная куча времени. Короче, я еду, и... вот так будет видно? Нет, не видно. Вон там стоит желтый автобус. Он стоит ровно на перекрестке. Я вам сейчас в зеркало поснимаю, потому что в зеркало видно шикарно. Получается, что вот желтая машинка и черная машинка, они все едут по главной. Я свернула сюда на парковку направо, чисто потому, что там был такой движ, я поняла, что просто не просочусь, не потому что в своих способностях не сомневаюсь, а потому что к своим способностям у меня еще есть габариты машины, которые я не всегда ощущаю. То есть, прям вот втюхаться в миллиметр я не могу. И там, остановился детский автобус. Похоже, меня сейчас подобрут. Ладно. Да, видите? То есть тот автобус детский сломался, его оставили на перекрестке над рейки. Вот приехал другой. И я решила, что мне просто любопытно в какой-то веке. Обычно мне вообще по барабану все это. Но это спортивный интерес. Когда-то, помните, наверное, когда только-только получила права, когда у меня сел аккумулятор в машине во дворе, и на меня, пока я ездила за помощью, водитель, который проезжал мимо и якобы не выкрутился, да, вызвал ГАИ. Хотя машина была обозначена как сломанная, никак неправильно запаркована, то есть была включена аварийка. Просто к приезду гаишников аккумулятор сел уже в ноль, да. То есть, это, в принципе, такая же ситуация, одинаковая. Вот так, да. Один в один ситуация, только получается, что здесь перекресток в центре города. Кстати, автобус тоже не выставил знак аварийной остановки. И все нормально, никто не возмущается, да, центральный перекресток, люди опаздывают на работу. Все понимают, что машина сломалась, не просто же, явно же она здесь не запаркована, да. И мне просто любопытно посмотреть на реакции людей. Я очень надеюсь, что не это. В общем, я ищу хороших людей. Можно так сказать или нет? То есть я не то, чтобы их ищу, я хочу убедиться в том, что они еще есть. Вот, да, мысль я свою сказала. Мне прям не хватает этого сейчас. Живых в интернете, да. Это одно дело, живых. И я сижу, наблюдаю за этим всем. Надо бы ехать домой завтра, когда садиться за работу. Но я еще максимум 10 минут посижу. Заодно этот движ рассосется, потому что куда бы я ни поехала, здесь налево нельзя. Если я поверну направо, то я, в принципе,
проеду по кругу и приеду на этот же перекресток. О, автобус убрали. Вот это да. Интересно, что ж с ним случилось, что его так быстро убрали? Вон он. Его просто отволокли. Видите, нет? Вот стоит легковая машина. И его просто оттащили. Ах, вот такие вот дела. Так бывает. Но если бы это сегодня случилось со мной, я бы урыдалась. Мое моральное состояние... Еще один автобус есть детский. Мое моральное состояние сегодня не способно переваривать вообще никакую плохую информацию. У меня это все как-то раздувается до размера слона, любая муха. Ну, так бывает, ничего, это пройдет. Поедем посмотрим, что там случилось. Не, мы просто поедем домой. Теперь проблема отсюда выехать, потому что я за автобусом ничего не вижу. И меня тоже не видно, скорее всего. Отлично. Окей. Красота. В это время машины уже все разъехались. Получается. Все, кто хотел попасть на работу, уже попали. Остальным или попозже, или все. Что, мы не поедем, да? Вот это меня сейчас тряхануло. Тряхануло не на шутку. Сижу, собираюсь в город. Так, а что мне надо было? Вроде бы ничего не нужно было мне из дома. Сижу, собираюсь в город. Думаю, поеду пораньше. Не хочу дома сидеть. Мне, честно говоря, в последнее время в этой квартире и не сидится. Хочется... Я уже говорила о том, что мне хочется быстрее переехать. И ощущение такое неприятное. Я понимаю, что мне никто ничего не должен. Но в целом я, как обычно, служу по себе. И... Ну, в общем, такой неприятный осадочек. Мне никто ничего плохого не сделал. Да? Просто мне
Вот, ну, здесь как будто бы внезапно стало не так хорошо, как должно быть. И, в общем, я жду этого переезда, если честно. И думаю, да, поеду куда-нибудь. Ну, не куда-нибудь, у меня есть дела. Просто они могли бы подождать. Кстати, да, почему бы нам? Что-то у меня машина начала долго заводиться. Ну, ничего себе. Вроде не холодно на улице. И я уже оделась практически. Думаю, сейчас музыку послушаю. Мне еще мама сегодня забрать, она в гости к нам собралась. Машину я заправила утром. И тут мне приходит сообщение ВКонтакте. Я его читаю, у меня теряется... Я даже телефон уронила из рук. У меня был такой шок. Типа, что? Как? Почему? И я уже... Как называется, когда ты становишься, когда вокруг тебя столько проблем, что ты в какой-то момент начинаешь, когда ситуация непонятна, когда кто-то ошибается, там, ну, чисто случайно, ты сразу воспринимаешь это в штыки не потому, что тебе так хочется, а просто потому, что везде что-то вылазит плохое, и у тебя уже априори выработан рефлекс, что и сейчас тоже что-то случится плохое. Я реально уронила телефон. Мне кажется, я начинаю сипнуть, поэтому надо попить холодной воды. Ого. Вау. Фу. В общем, мне написал человек, что я ему должна денег. Я ему ответила, что простите, я же, ну, как бы, мы в расчете, вы что, не помните? И в эти 2 минуты, там, 3, 4, 5, не знаю, сколько времени прошло, что, ну, до момента, как мне ответили обратно, у меня просто был тремор, у меня так тряслись руки, что я понимала, что если сейчас я не успокоюсь, то я никуда не поеду в таком состоянии. И мне пишут, типа, да, все нормально, я перепутал. Это был шок. Это был тихий шок. Я не ожидала. От слова совсем. Так, нам нужно заехать в магазин хозяйственный. Мне нужно купить туалетную бумагу. Мне нужно будет сегодня подколоть все квитанции об оплате в одну кучу собрать. Наверное, нужно будет потом это все вернуть как-то. Или что сделать, я не знаю. Нужно ли это вообще предоставлять. Что у меня это все есть. Я собирала. Собирала в отдельном месте. Так, это не то все. Вот. Хозяину я сказала, что мы съезжаем. И поскольку я не знаю точной даты, потому что загвоздка не во мне, а в людях, которые съезжают с той квартиры, меня это очень напрягает, если честно. Это нужно выкинуть. Вот эта вот неопределенность. Когда я сюда ехала, в какой-то момент я уже знала, что вот такого-то числа, там у меня когда 3 числа, да, на руках были ключи, по-моему, 3. У меня уже была запланирована машина на 6, у меня были наняты люди. И я чувствовала себя абсолютно, знаете, это не то, что там спокойствие, это просто когда вся ситуация под контролем. А когда ситуация не под контролем, это неудобно. Можно так сказать? Это неудобно, и это немного волнует. Что ты сейчас не можешь, да, заранее, вот он чек, кстати, ты не можешь заранее нанять людей, потому что ты не знаешь даты точной. А машину так просто не найти. В 1 секунду однозначно нет. Я тогда машину искала достаточно долго. Мне кажется, даже людей проще найти, чем машину. Переезд будет, скорее всего, в будние дни, да. И я даже не знаю, может быть, я буду просить снова бабушку, чтобы она забирала Макса, потому что мы не переедем за 1 день. Ну, то есть, чтобы вот всю мебель разобрать, завести туда, собрать.
Не знаю, буду, наверное, просить. Ой. Посмотрим. Я рада, что хотя бы Данила этого ждет как праздника. То есть для него это очередные приключения. Вот. И я, наверное, сегодня хочу написать своей будущей хозяйке, да, чтобы она меня хоть как-то сориентировала, чтобы я могла искать машину, потому что, ну, по датам именно на этой неделе, в воскресенье, жильцы те должны съехать. Вот. И я очень боюсь, что мне не хватит на все денег. Потому что бесплатно у меня нет помощи. Опять я себя чувствую беспомощной. Беспомощной и беззащитной. Меня это так напрягает, отвратительно. Я даже сейчас, когда мне это сообщение пришло, у меня сразу накатили слезы. И я подумала о том, что, ну вот, кто-то же должен был в этот момент сказать: все нормально, я сейчас разберусь со всем этим. Да? Не переживай, все будет хорошо, а такого человека нет. Такой человек всегда я, а я уже не хочу быть таким человеком. Ну, то есть, я уже наигралась в самостоятельность. Я вполне способна принимать решения и регулировать все вопросы, но как-то хочется, чтобы... Не знаю. Ладно. Ну, поехала. Двигатель прогрет. Обороты спустились до где-то 800. Можно ехать. Едем в город. Снова Европочта. Приходили наложенное. Сейчас я собираю в кучу денежки на переезд. Мне нужно заплатить за первый месяц. Мне нужно будет тут рассчитаться, потому что когда я рассчитывалась за месяц, мы не сошлись по курсам. И я по курсу банка, хозяин посчитал по курсу, по которому можно купить валюту. Не знаю, где он этот курс взял. И меня это, кстати, очень сильно напрягло. И я ему еще осталась должна. Ну, меня это возмутило. Я понимаю, что человек не должен... Он даже не должен этого знать. Просто потому, что он из другого... Я не могу, как это сказать. Ну, вот другая у человека жизнь. Да? В ней хотя бы нет детей. Ну, в хорошем смысле слова, да. В моем смысле, что я рада, что у меня есть дети. А у него все впереди еще. Он просто не может знать о том, как это трудно одному человеку, взрослому девушке, воспитывать двоих детей и содержать их, и еще оплачивать съемную квартиру. Поэтому и он как бы и не должен этого знать, и даже не должно быть скидки из-за этого, но все равно меня это просто вот током шибануло тогда. Поэтому я должна ему еще часть денег за этот месяц и за вот эту неделю, которую мы будем переезжать. Вот, с ними я рассчитаюсь по факту уже. Да? Ладно, я поехала. Всем доброе утро. Кажется, сегодня среда. Макс, у тебя какие там машины сегодня с собой? Не расскажешь, да? Это у нас с понедельника машинки с собой. В сад их нельзя, поэтому мы их несем до сада, шкафчики оставляем. Да? На улице, кстати, сегодня не очень тепло. Передавали сколько-то там, +4, по-моему. Но по ощущениям, я бы сказала, как будто бы ближе к нулю. Машина не замерзшая была, но идти так свежо, я бы сказала. Вот. Так быстро доезжаем, блин, иногда даже стыдно, что мы едем это расстояние. И везде палит, похоже, листву. Запах ужасный. Фу, прямо глаза разъедает. Не люблю это время.
Вот. Я еще не придумала, что я буду делать. Что у меня голова вообще просто в тумане. Я хочу уже думать о работе, но у меня пока не получается. Увы. Или нет. Легкий шок. Что я заходила в магазин. Было еще, до сегодня пасмурно в целом. Но пасмурно и пасмурно. Пасмурно летом бывает. Но пока я постояла в очереди, начал падать снег. Это вообще нормально? Скажите мне, пожалуйста. Фу. Я как увидела, мне только от вида одного холодно стало. Сейчас уже без 15:05 я выезжала, думала, рано выезжаю. По итогу... Что там по итогу-то? Тут очередь огромная была. Поэтому я сейчас в магазин, пока по магазину. Там уже и за Максом. Я хотела съездить в дальний магазин. Уже все более-менее известно с переездом. Не более-менее, все известно. Главное, чтобы ничего не сорвалось. Поэтому я уже мысленно готовлюсь. Пытаюсь там более-менее как-то и по датам сориентироваться. Потому что у меня, точной даты нет, но у меня есть крайняя дата. То есть я могу отталкиваться, что вот максимум вот в этот день мы будем переезжать. Я подумала, что в выходные начну собирать коробки, вещи, которые нам не понадобятся и в будние дни, там, то, чем редко пользуемся, или то, в принципе, без чего можно обойтись. Надо будет купить скотч, надо будет в целом добыть эти коробки. Можно будет потихоньку все упаковывать, и в этот раз я буду подписывать все. Просто для того, чтобы не устраивать хаос на ровном месте. Не так просто все разложить за раз. И я хочу попробовать все перевести на легковой машине, в смысле мелочь, одежду, там вещи, да, косметику, там, еду с холодильника, посуду, вот это все перевести и перетащить. Это будут будние дни рабочие, люди будут на работе. Жесть! И можно будет, в принципе, этим заниматься, потому что, лишний раз платить за грузовую машину. Не хочется просто даже не столько за машину платить, сколько не хочется, чтобы она стояла. И этот водитель, он стоит, не помогает, а просто ждет. И мне это, совсем не нравится. Вот. И вот я не успела на светофор зеленый. И ладно. Интересно, там дорогу сделали или нет в ту сторону? Там соскребли асфальт. Я в начале недели даже туда не посмела поворачивать. Вчера ехала, половину дороги сделали, но в самом конце еще нет. Похоже, что еще нет. И со встречкой не разминуться по ширине дороги не позволяет просто. И в ямы эти вкуливаться так не хочется, но других вариантов нет на самом деле. То есть в любом случае надо вваливаться в эту яму. Вот. Что-то как-то меня этот снег, если честно, напряг. Как так вообще? Как вообще такое может быть? Какой в балду, снег? На улице почти апрель. Даже не смею, я еду первая. Угу. Кто-то же. Тут очень часто машины, нарушают. Я, по правилам я первая еду. А там они стоят дальше. Они подкатываются и торопятся так сильно. Я уже рассказывала, мне кажется, может, я не выпустила это видео. А что, сделали дорогу? Интересно, а вот этот кусочек тоже сделали? Да ладно, боже мой. Офигеть, сделали дорогу. Какое счастье. А тут
сразу все бессмертные на этом перекрестке. Как будто я кому-то должна уступать без пешеходного перехода. Ладно, сейчас мы едем в магаз. Нужно купить домой молока. Я уже не помню, когда я последний раз заказывала Евроопту, если честно. Хотя стоило. Но я такая для себя думаю, вот я не буду заказывать, чтобы меньше как бы перевозить. Но есть вещи, которые без Евроопты я просто-напросто купить не могу. Ну вот. Из-за какой-то пешеходинки, ну, в смысле, девушки, в смысле, не то, что она там какая-то плохая. О, Господи. Ну, помню, что она медленно идет, и 6 машин ждут ее. Прелесть, конечно. Зачем здесь аварийка? Класс, ты вообще никому не помешала, в принципе, да. Я никогда не перестану, мне кажется, возмущаться насчет того, как у нас некоторые ездят. Ну что я могу сделать с этим? Вот девушка выезжает. По центру. Давайте топаем. Пешеходный переход есть. Значит, идем. Я сейчас собиралась, и мне что-то в голову так дернуло, что, блин, страховка. Потом я полезла, посмотрела, еще действует. Надо не забыть сделать на днях. До выходных у меня страховка. О, как неудобно. В кожаной куртке, на кожаных сиденьях. Опачки. Чили. Кажется, что я на эту разметку вообще не влажу, априори. То есть у меня какая-то длинная машина. Я уже пригрелась. Теперь мне не хочется туда идти. А надо. Молоко, масло сливочное. По минимуму хочется. Я настолько себя... Я себя не затюкала и не загнала никуда. Ну, то есть я не загоняюсь. Я просто пытаюсь принять эти мысли. Я поняла, что у меня, что я себя очень строго сужу, что я себя постоянно пытаюсь воспитывать. Но есть вещи, которые не воспитаешь. Это же не, там, не знаю, не локти на стол не ставить, да, когда обедаешь. Есть вещи, которые часть тебя, и их нельзя менять, потому что это уже не ты, это уже проверено. И я себя это время, вот если сижу и целыми днями, не то чтобы ничего не делаю, но вот у меня все в таком режиме, я не хочу ни с кем общаться. Вот я еще снимать могу, да, потому что это монолог. Но вот с кем-то разговаривать мне совсем не хочется, поэтому я, в принципе, ни с кем не созваниваюсь особо. И не переписываюсь, и не созваниваюсь, никому ни на что не отвечаю. Но мне это надо, мне такое время вот сейчас прям нужно. Вот. И мне кажется, что я настолько в это все погрузилась, так ответственно, безответственно к этому подошла, что у меня ощущение, будто у меня температура на этом фоне поднимается уже. Вот. Блин, надо идти. Жалко, что вместо меня никто не может в магазин сходить. Так лень. Так не лень, там вот так много людей. Они все думают, сбивают меня с мыслей. И вообще я люблю парковаться вот туда. Ладно, время идет. Молоко, масло. Опять забыла, что было третье. Туалетная бумага. И сегодня мыло.
Ну, в квартире там некоторые вещи, которые уже, в принципе, не успеешь там сильно выпачкать. Помыла. Помыла, потом только уже по факту, когда мы все вывезем, все вещи, всю мебель, я просто уже насвежу протру. Освежу, так сказать, так сказать. И все. Что-то интересно было такое. Смотрите, вот камень, где он? Вот этот, да? Сейчас я палец уберу. Он лежал здесь. Видно по следу, да? Он был поближе, он был сначала просто чуть вышел за границу, потом выехал сюда, теперь он прямо на проезде. Это еще с прошлой недели длится. Сегодня что? Среда или четверг? Не помню, что-то я... Как будто бы среда. Я попробовала его подвинуть. Он, конечно, для меня, для девочки, неподъемный. Но вопрос, неужели за все это время на парковке не было ни одного мужчины, который смог бы поднять, даже не поднять, а просто ногой подвинуть этот камень? Я сижу здесь уже 15 минут, потому что я позвонила, просто загуглила Виталюр, контакты, и там у них есть типа служба заботы о клиентах. Но я позвонила и сказала, что лежит камень, он мешает проезду. Это, ну, не претензия, но, блин, он же реально мешает. И вот они сказали, что сейчас оперативно свяжутся. Кого-то тут пришлют, ну что-то как-то... Ну, сейчас я не то чтобы сижу, жду, когда кто-то придет. Я, честно говоря, выжидаю время, чтобы парковка там возле садика была посвободнее. Но я просто не понимаю. Вот убейте меня. Я пыталась с этим бороться в себе. Но это про меня. Я не понимаю этого. Но если камень лежит не на месте, это же просто какая-то вот машина, скорее всего, да, ехала и... с парковки вот, да, зацепила, сколько-то там протащила и уехала. Ну ладно, кто-то, кто это сдвинул, он слишком гордая птица, да, чтобы сделать как было. Неужели всем остальным так тяжело? Если бы я могла его сдвинуть, я бы точно убрала его на место. Но я реально, руками я просто физически это не смогу сделать со своим маникюром, ну и вряд ли я его, конечно, подниму. А ногой я попробовала, я вообще никак. Вот. Вот я сижу и жду. Не жду, нет, я не жду, я уже ничего не жду. Мне кажется, таких людей вообще просто не осталось, наверное. Я не про то, что я самая лучшая. Я про то, что я с этим никогда в жизни не смогу смириться. Что в наших странах всем так всем на все пофиг. Ладно, я поехала за Максом. На камере не видно, а там конкретно идет снег. Погода, похоже, решила поспособствовать моей депрессии. Машины в снегу полностью. Это какой-то кошмар. 30 марта. Я в шоке. Ой. Ладно, всем спокойной ночи.